Весной 1995 года в театр Друид в Галлоуэ в Ирландии доставили бандероль. Внутри рукопись пьесы со странным названием «Череп из Коннемара». На титульном листе имя автора – Мартин Макдона. Режиссер театра Гэри Хайнс взяла ее домой из чистого любопытства. Начав, она очень скоро обнаружила, что смеется в голос и вслух произносит реплики персонажей, пытаясь представить себе, как они будут звучать со сцены. Гэри позвонила Макдоне и попросила выслать все, что у него есть. Спустя год, в феврале 96-го, состоялась премьера пьесы «Королева красоты из Линнена». На тот момент ее автору было 26 лет. Родители Мартина Макдоны переехали в Лондон в 60-е на заработки. Они жили в ирландском районе Кембервелл. Мартин и его старший брат Джон ходили в католическую школу, в которой учителя так старательно утюжили детей религией, что оба, и Джон, и Мартин, в итоге выросли атеистами. С тех пор утративший веру священник – это сквозной образ почти во всех фильмах братьев Макдона. В 16 лет старший брат Джон решил стать писателем и бросил школу. Мартин последовал его примеру, и следующие 8 лет они жили вместе, в съемной квартире, на пособие по безработице. «Мне казалось, что писатель – это самая крутая профессия на свете», – говорит Мартин в интервью. «Если ты писатель, тебе не надо вставать рано утром, одеваться и идти на работу. Ты можешь работать дома. Вот так бывает. Лень разбудила в человеке страсть к литературе. Иногда, впрочем, чтобы не огорчать маму, Мартин пытался устроиться куда-нибудь – мусорщиком или сборщиком мебели. Но надолго его не хватало. Он увольнялся и вновь целыми днями сидел дома, пытался писать и постоянно что-то читал. Особенно он любил Набокова. А потом наступил 1994 год. Его старший брат Джон добился первого успеха. Получил стипендию на обучение в Лос-Анджелесе и уехал в США учиться на киносценариста. Родители к тому моменту уже вышли на пенсию и вернулись в Ирландию. И Мартин остался один в Лондоне, в их общей с братом съемной квартире. Он вдруг понял, что в их негласном соревновании, кто быстрее станет писателем, старший брат резко вырвался вперед. Разумеется, Мартин не мог допустить такого. Он решил, что будет каждый день писать по несколько страниц. Строгая дисциплина – вот что ему нужно. Я очень любил кино и фанател от Мартина Скорсезе. Уже тогда пытался писать сценарий, но получалась какая-то хрень. Поэтому я решил попробовать писать пьесы. На тот момент это был единственный вид искусства, в котором я еще не успел облажаться. Пожалуй, будет преувеличением утверждать, будто зависть к первому успеху брата помогла Мартину стать драматургом. И все же брат сыграл здесь свою роль. Как минимум в 1994 году он освободил квартиру. И за те 9 месяцев, пока Джон учился в США, Мартин написал аж 7 пьес. Одна из них называется «Сиротливый Запад». Это история о двух безработных братьях, которые живут на страховку от смерти отца и отравляют друг другу жизнь, до тех пор, пока один из них не хватается за ружье, а второй за нож. Мартин утверждает, что у них с братом замечательные отношения, много-много-много любви и капелька ненависти. А ты, блядь, еще кто такой? Да! Но их общий друг рассказал корреспонденту, как братья Макдона однажды чуть не подрались на вечеринке из-за сэндвича с сыром. Взрывной характер обычно очень мешает в жизни, но помогает в литературе. И потому, наверное, пьесы Макдоны так сильно захватывают зрителя. Недостатки сюжета он всегда компенсирует харизмой, яростью и безумием своих героев. Они, его герои, могут быть какими угодно – утрированными, глупыми, нереалистичными, но только не скучными. Однако пьесы Макдоны, под завязку набитые черным юмором и ультранасилием, нравятся далеко не всем. В конце 90-х скандал возник вокруг рукописи «Лейтенант с острова Инишмар», в которой речь идет о ячейке партизанов из ИРА, Ирландской республиканской армии. В основе сюжета – пытки. Поехавший умом террорист калечит людей прямо на сцене. Театр в Галлоуэе ставить лейтенанта отказался, опасаясь проблем с властями и мести ИРА. Ирония здесь в том, что эту пьесу Макдона, по собственному признанию, сочинил как раз для того, чтобы позлить ИРА. Я пытался написать пьесу, за которую меня убьют. Я особо не парился на этот счет, потому что знал, что террористы обычно не ходят в театр. Но я специально писал так, чтобы занять первую строчку в списке их врагов. Споры вокруг творческого метода Макдоны продолжались долго. Его обвиняли в эстетизации насилия и в пропаганде жестокости. Поэтому написанную в 2003 году пьесу «Человек-подушка» в каком-то смысле можно считать его манифестом художника. Символично, что в России «Человека-подушку» поставил Кирилл Серебренников.
Даже став самым известным в Британии драматургом, Макдона продолжал считать театр худшим из искусств и все еще не оставлял надежды уйти в кино. В 2004 году он написал свой первый сценарий и для съемок привлек театральных актеров, с которыми познакомился во время репетиций. И снова внезапный успех. 30-минутная черная комедия «Шестизарядник» взяла Оскар в номинации «Лучший короткометражный фильм». Трагикомедия рассказывает об одном дне из жизни мистера Доннелли, которого сыграл Брендан Глисон, полном потерь, смертей и абсурда. Утром в больнице умирает его любимая жена, а уставший доктор пытается отвлечь вдовца от утраты и рассказывает про женщину, которой недавно отстрелил голову собственный сын. В поезде по дороге домой Доннелли встречает назойливого паренька, и день становится только хуже. «Шестизарядник» Мартина Макдоны напоминает работы Квентина Тарантино и Гая Ричи. Он полон абсурдных диалогов, неожиданных сюжетных поворотов, гротеска и черного юмора. Но при внимательном рассмотрении становится ясно, что Мартин более утонченный кинематографист, предпочитающий аскетизм вычурности. Так, в этом фильме он полностью отказался от музыкального сопровождения и подчеркивал напряженные моменты интершумом. Неожиданная развязка объяснит название фильма и запомнится надолго. В 2008 году на экраны вышел первый полнометражный фильм Макдона режиссера «Залечь на дно в Брюгге». В оригинале просто «В Брюгге», о двух наемных убийцах, которые скрываются в тихом бельгийском городке после того, как один из них случайно застрелил ребенка в церкви. Структурно фильм почти ничем не отличается от пьес ирландца. Единство места и времени, минимум персонажей. Сценарий в Брюгге и вовсе читается как самая настоящая пьеса. Впрочем, уже здесь, в первой серьезной картине, видно, что более гибкая и свободная форма фильма нравится автору гораздо больше, чем полный искусственных ограничений формат пьесы. Да и вообще для него это важный шаг вперед. Вроде бы те же образы и мысли, но на экране они работают гораздо лучше. Если в ранних своих текстах религиозные символы и священников Макдона вводил в сюжет в основном из хулиганских соображений, то фильм «В Брюгге», возможно, даже вопреки воле автора, похож скорее на религиозное высказывание, чем на сатиру или на фарс. В нем много юмора, жестокости и ярких диалогов. И тем не менее, в основе ленты лежит очень грустная история о мучительном ожидании наказания. О том, как нелепо на самом деле верить в то, что мир справедлив. И даже хуже. О том, что вера в судьбу, карму и справедливость может превратить в ад даже такой красивый город, как Брюгге. Кен, Брендан Глисон и Рэй Колин Фаррелл – наемные убийцы, которые провалили важное задание в Лондоне. Их босс, Гарри, приказывает незадачливым киллерам затаиться в Брюгге и дожидаться новых указаний. Кен наслаждается средневековой архитектурой, каналами, музеями и безмятежностью. Рэй же флиртует с местной красавицей и глумится над карликом, который предпочитает, чтобы его звали гномом. Но все меняется, когда приходит новое задание от босса. «Залечь на дно в Брюгге» – это первый полнометражный фильм Мартина Макдоны. Благодаря этой картине он закрепился в когорте лучших кинематографистов современности. Пересказывать этот фильм бесполезно и даже вредно. Любое определение будет неполным, любое уточнение будет спойлером. В интервью Мартин Макдона признался, что идея фильма появилась после того, как он побывал в Брюгге и испытал два противоречивых чувства – восхищение и скуку. Кино снимали весной, но сюжет разворачивается зимой. Поэтому создатели обратились в городской совет, чтобы рождественские украшения не убирали аж до марта. Им пошли навстречу и не зря. После премьеры наплыв туристов в Брюгге увеличился. 7 психопатов. 2012 год. Несколько интересных фактов о фильме. В сцене на кладбище, на могиле, за которой прячется убийца по кличке Бубновый Валет, видна надпись «Рурк». Микки Рурк первоначально должен был сниматься в фильме, но из-за неразрешимых разногласий с режиссером они поругались непосредственно перед началом съемок. Макдона прокомментировал этот случай следующим образом. «Микки – это великий актер. Тем не менее, я знаю Вуди Харрельсона в течение многих лет, поэтому он также стал идеальным выбором. Он умеет показать настоящий драматизм в своей игре. Все это мы видели не столь давно в фильме «Бастион». При всем этом Вуди остается классным комедиантом. Это то, что нам и нужно. Примечательно, что Рурк отказался от съемок в фильме «Неудержимый 2» ради участия в картине Макдоны. Главный герой Марти – талантливый, но безответственный сценарист, который никак не может закончить сценарий под названием «7 психопатов» и заливает творческий кризис крепким, как ирландский характер, спиртным. Тем временем горе-писателя втягивают в опасную авантюру его дружки, которые, сами того не зная, крадут собаку местного гангстера. Последний бросает все силы на поиски любимой Ши Цу и собирается прикончить непутевых воришек. «7 психопатов» – самый недооцененный фильм Мартина Макдоны.
крупные киноакадемии и фестивали обошли картину стороной, а критики выражали сдержанное одобрение. Кино все же влюбило в себя зрителей и со временем стало культовым благодаря колоритным персонажам и замысловатой сценарной конструкции. Основная сюжетная линия про 3 друзей, спасающихся от гангстера, служит формальным составом, в который встраиваются драматургические ответвления про эксцентричных психопатов. Макдона смешал реальность с вымыслом и снял свой самый динамичный фильм. Бескомпромиссно легкомысленный, но при этом изобретательный. 3 билборда на границе Эббинга, штат Миссури, 2017 год. К своим любимым темам, возмездию которого нет и равнодушию которого слишком много, Макдона возвращается и в новом своем фильме «3 билборда на границе Эббинга, Миссури». Даже здесь он умудрился провалиться на метауровень, на котором реальность начинает подражать его пьесам. Его картина уже вызвала скандал в США. Совсем как 20 лет назад в Ирландии и Англии, где он столкнулся с самоцензурой со стороны театров, не желавших ставить пьесу из-за сцен насилия с участием террористов ИРА. В этот раз все еще интереснее. Фильм обвиняет в том, что в нем неправильный расист. Актер Сэм Роквелл играет копа Диксона, который раньше участвовал в пытках афроамериканцев. Макдоне пеняют на то, что персонаж Роквелла изображен в фильме недостаточно плохим, а ближе к концу у него и вовсе есть свой небольшой момент искупления. Похоже, по мнению некоторых критиков США, расисты в кино не имеют права быть сложными и интересными персонажами. Милдред Хейс, Фрэнсис Макдорманд – угрюмая, суровая женщина, у которой и нет поводов для радости. Ее дочь изнасиловали и убили, а преступник не найден. Шериф Уильям Уиллоуби, которого сыграл Вуди Харрельсон, многократно объяснял Хейс, что следы ДНК убийцы не совпадают ни с одним образцом из базы данных, поэтому дело закрыть невозможно. Однако женщина считает, что полиция просто плохо выполняет свою работу и размещает на рекламных щитах 3 провокационные надписи, которые меняют жизнь всего города. 3 билборда – это на данный момент наиболее коммерческий и медийно успешный проект Мартина Макдоны. 2 Оскара, 4 Золотых Глобуса, 6 премий Британской киноакадемии и, наконец, приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий. Продюсер Грэм Бродбенд смог убедить студию Searchlight Pictures не вмешиваться ни в сценарий, ни в финальный монтаж. Поэтому перед нами целиком и полностью авторское высказывание о том, как жажда мести мешает жить. Главную героиню писали под Фрэнсис Макдорманд, так как Макдона больше никого в этой роли не видел. Однако изначально актриса отказалась сыграть Хейс, считая, что не соответствует ей по возрасту. Ситуацию спас ее муж, культовый режиссер-сценарист Джоэл Коэн, убедивший жену взяться за роль. В итоге все счастливы. Режиссер снял желанную актрису, сама Фрэнсис взяла 2-й в карьере Оскар за лучшую женскую роль, а зрители получили одну из мощнейших драм современности. После окончания работы над 3 билбордами Макдона сразу приступил к новому проекту, роли в котором, по предварительным данным, получат 2 знаменитых уроженцев Изумрудного острова – Брэндон Глисон и Колин Фаррелл. И такое стечение обстоятельств можно только поприветствовать, вспомнив замечательный опыт их сотрудничества. Новая работа получит название «Банши с острова Инишир». Таким образом, поклонники творчества Макдона наконец-то смогут ознакомиться с содержанием 6-й пьесы из 2 томов ирландского цикла. Бандиты, хочу порекомендовать вам крутой паблик под названием Эра VHS, фильмы VHS и переводы VHS. Это самый настоящий храм авторских переводов или же секта VHS. Здесь вы найдете много чего, в том числе переводы Михалева, переводы Гаврилова, Живого, Визгунова, Карцева, Володарского и многое другое. Поэтому не промедляя, жмем на ссылочку в описании и переходим, а мы двигаемся дальше. Мартина Макдона знает любой уважающий себя театрал. Да и киноманы помнят его колоритные искрометные фильмы. Ребята, да это же безумие. Но мало кто в свое время слышал про его старшего брата, Джона Майкла. Ведь в кино он отметился всего лишь сценарием к вестерну «Банда Келли», так что его имя не очень-то на слуху. Все изменилось в одночасье, когда Джону Майклу в 2011 году вручили приз за лучший дебют «Вторая смерть». Фильм, очевидно, наполнен слишком личными переживаниями автора и, наверное, снимался больше для самого автора, нежели для зрителя. Короткая история, состоящая из меланхоличных разговоров посетителей бара, среди которых главный герой, мужчина средних лет, переживающий очевидно кризис личности и страдающий из-за предчувствия в связи с ухудшением здоровья. Другая часть киноряда – некие экспрессивные метафизические метания, которые в конечном итоге приводят к предельно закрытому финалу. Смотреть на происходящее, наверное, можно из-за неплохой актерской игры. Одну из ролей, кстати, опять же играет Эйден Гиллен. И, наверное, кому-то может что-то понравиться с технической точки зрения. Кино подойдет больше каким-то уж совсем киноманам. Но на то оно и авторское кино, чтобы каждый смог рассмотреть в картине что-то личное и индивидуальное.
Однажды в Ирландии. Однажды в Ирландии первоначально наши прокатчики, дабы не прогадать, прозвали «Залечь на дно в Дублине». Хотя по сюжету этого славного города в фильме почти нет. Хотя, стоит признать, и новое название не соответствует оригиналу – The Guard, то есть «Страж», но все же ближе к сюжету. Действие этой новой комедии разворачивается в ирландской глубинке, где единственным развлечением местных жителей является паб. Изредка сюда заезжают мимоходом молодые дублинцы, да остаются навсегда, так как благополучно отправляются к праотцам. И всегда неподалеку от подобных трагедий полицейский сержант Джерри Бойл, большой любитель выпивки и женщин. А играет его, конечно же, любимец младшего Макдона, а заодно и благодарных зрителей Брэндон Глисон. Размеренный уклад жизни нашего героя в корне меняется, когда у него на горизонте появляется агент ФБР Уэндell Эверетт, раздражающий педантичный и правильный афроамериканец. Расист! Расист! И это в Ирландии, где, как признается сам Бойл, расизм – это национальная черта. А самое противное, что им ведь нужно работать в паре, иначе они упустят банду наркоторговцев, которые, как стало известно из достоверных источников, именно в этих краях должны получить партию наркотиков на $500 000. Каноны полицейского фильма в данном случае, благодаря мастерству обоих Макдона, Мартин здесь участвует в качестве одного из продюсеров, переосмысливаются и осмеиваются. Плохой полицейский на самом деле просто уставший от повседневной рутины человек, а агент ФБР не такой бесстрашный, как его коллеги из американских боевиков. Если ушутишь, так обо всем, включая смерть и русских классиков. Надеюсь, не Достоевский? Брось, он худший из всех. Картина очень похожа на работы не только Мартина Макдона, но и Эдгара Райта, чьи типа крутые легавые также по-черному смешные и пародийны. И, конечно же, нельзя забывать про троицу бандитов, которых так емко и смешно воплотили на экране Лиам Каннинем, Дэвид Уилмот и Марк Стронг. Их разговоры неуловимо похожи на диалоги братьев Коэн, да и поступки их смахивают на сцены из Фарго. Голгофа, 2014 год. Не просто начинается неделя для отца Джеймса. Прихожанин в исповедальне угрожает убить его ровно через неделю, в воскресенье. Голос кажется Джеймсу знакомым, но потенциальный преступник остается неузнан. Джеймс начинает собственное расследование. 7 дней копания в чужих грехах становятся 7 днями очищения для отца Джеймса. Голгофу принято называть черной комедией, однако смешного в ней найдется совсем немного, даже для тех, кто любит и ценит специфический умный британский юмор. Привычные в комедийных ролях актеры заняты здесь в непривычных для себя образах, поэтому не стоит ожидать хохота в зале. Любоваться Глисоном можно бесконечно. Открывающая картину сцена в исповедальне просто великолепна. Снятая на крупном плане, без монтажных склеек, она демонстрирует такой диапазон актера, такой калейдоскоп эмоций на его лице, что только за это Голгофу можно пересматривать и пересматривать. Война против всех. 2016 год. Детективы Боб и Терри – худшие полицейские на свете. Они даже не думают раскрывать преступления и защищать закон. Уголовники интересуют их лишь как объекты шантажа и вымогательства. Когда Боб и Терри узнают, что в городе готовится крупное ограбление, они вербуют одного из участников операции в надежде, что он поможет им присвоить награбленное. Но преступник обводит полицейских вокруг пальца, и основная часть добычи достается организатору ограбления, британскому аристократу, бизнесмену и отъявленному мерзавцу Джеймсу. Они решают во что бы то ни стало отнять украденный $1 000 000. Действие войны развивается в американском штате Нью-Мексико. Если однажды в Ирландии была трагикомедией, то война чистой воды криминальный фарс с многочисленными шутками и гэгами. К сожалению, в определенный момент война пугается своей безбашенности и отыгрывает назад. Она включает сантименты и пытается превратить Боба и Терри из очаровательных подонков в антигероев, почти что героев. Зачем снижать оборот, если такое кино должно их только наращивать? И зачем история об искуплении в фильме, который по духу ближе к голому пистолету? Также картина не отличается супердрайвом. Надолго ее действие не останавливается, но временами оно заметно подтормаживает, причем без особого художественного смысла. Сейчас Джон Майкл планирует съемки третьего фильма, который станет завершением так называемой Glorified Suicide Trilogy, серии трагикомедий с Брэндоном Глисоном в главной роли. Фильм будет называться The Lame Shall Enter First и расскажет об инвалиде, страдающем параличом ног. Также в работе картина «Прощение», предстоящий фильм, снятый Джоном Майклом на основе одноименного романа Лоуренса Осборна.
Действие фильма «Прощение» происходит в выходные в горах Марокко. В нем исследуется влияние случайного происшествия на жизнь как местных жителей, так и западных гостей домашней вечеринки на большой вилле. Смело жмите на плейлист, который сейчас на ваших экранах. Обязательно напишите в комментариях, о ком из культовых режиссеров мне рассказать в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Facebook и мой личный Инстаграм. А если есть желание поддержать канал, загляните на мою страницу в Patreon. Это «Последний киногерой», меня зовут Иван Пятовский, не переключайтесь.